Всем привет на канале Хомки. Мы в зоомагазине. Я набрала вот тут стружек премиум класса. Собираюсь нашим хомячкам сегодня поменять подстилку новорожденным. Потому что там уже довольно старенький кукурузный наполнитель. Не хочу их тревожить, немножко боюсь даже. Но считаю, что все-таки нужно. Также мы взяли сено. Сено нам всегда всем нужно, и свинкам, и кролику. Взяли вот такой утеплитель для хомячков. Это мама Милка им совет гнездышко. И я подумала, что будет неплохо взять вот такой домик. Почему неплохо? Чем это лучше, чем деревянный? Тем, что вот тут они могут вползать и выползать. А деревянный домик, сейчас покажу вам, он вот такой. То есть хомячкам сложно перелезать. О, хотя вот если вот такой деревянный домик, но он не такой вместительный. Вот такой бы тоже подошел для маленьких хомячков. Но здесь вместительнее, видите, вход. То есть мама может их тащить за холку, например, и нормально. Это вроде не царапается. Я решила попробовать такой домик сейчас для них, пока не подрастут. Тут иду мимо поводков. Не знаю, я считаю, что нельзя морских свинок на поводке выгуливать, и кроликов тоже. Но, видите, продают. И для кошек продают. Как по мне, это какое-то издевательство над животными. Эти животные они не приспособлены для того, чтобы их на поводке выгуливали. У свинок позвоночник хрупкий, как и у шиншиллок. Ну, не знаю, мне кажется, это как-то странно. Еще я взяла поилочку, потому что сегодня начала протекать. Поилка как раз у Милки. Я ее сейчас перевесила от Мауса. И вот для Мауса купила новую. И хочу я еще нашим кошкам взять еще один домик, поскольку им очень нравится. Наверное, даже такой же, чтобы под цвет было. Вот такой, как у нас уже есть. Куплю еще один. Останется только один потом купить. Они достаточно дорогие, поэтому я сразу 4 не покупаю. 2 у нас уже есть, это будет 3. И останется еще один купить. Ну что, мы приехали домой. И я собираюсь сейчас менять вот эту подстилочку. И наша Милка с детками сейчас вот так устроилась в уголке. Сейчас она выйдет проверить, что тут и как тут. И начнем эту сложную операцию. Значит, детей надо будет переложить в какую-то емкость. И делать я это буду ложкой, для того, чтобы не было запаха от моих рук. Я такое уже 100 раз делала раньше. Мне не привыкать, я знаю, как это делать. Поэтому не боюсь. Так, взяла деревянную ложечку, и все равно боюсь их брать. Их здесь так много, чтобы лапку никому не поранить, например. Не, наверное, придется железной, такой неудобно. Заодно мы сейчас с вами пересчитаем, сколько же здесь хомячат. И вы узнаете, правильно ли вы посчитали вчера в видео. Итак, начинаем. Куда? Так, хомячки, оказывается, очень шустренькие. Одного взяла, он уполз. Смотрите, уползают. Узя, какие деловые. Так, попробуем взять первый. Первый малыш. Может, их как-то всех сразу взять вообще. Так, 2 и 3. 4, 5. 6, 7 и 8. В общем, те, кто насчитал вчера 8 хомячков, были правы. Смотрите, 3 у нас такого серого или черного с белым, может быть, будет окрас. А все остальные будут светленькие. 5 светленьких и 3 вот такие черные с беленьким. Вот этот будет больше всех похож на Милку, явно. А те, возможно, в чернуху, в бабушку. Может, вообще будут полностью черные. Милка, бедная, разволновалась, где ее дети, ищет их. Надо побыстрее менять. Так, теперь саму Милку пересадим в переноску. Иди сюда, не бойся. Это просто необходимость убрать у них клетки. У нее потекла поилка вчера, и там половина вот этой... Я не видела, что она текла. Я прихожу, она пустая. Я думаю, что такое? Только что набирала, была полная. И смотрю, она прям так очень сильно капает, и половина наполнителя мокрый. Ну, нельзя так оставлять, нужно менять. Так, тарелочку будем мыть. Это все будем выбрасывать. Я дам ей свежий. Новый наполнитель. Самое главное, что тут никакого хомячка не осталось, а то мало ли. Но вроде никого нету. Никого не видно. Домик попробуем дать тут, что я купила. Так, вот мои помощники. Щетка и совок. Очень мне нравится. Всегда очень удобно с их помощью убирать. На всякий случай при уборке я делаю вот так.
чтобы не пропустить хомячка, мало ли маленького. На всякий случай еще раз перещупать. Видите, как это удобно. Совочек и щеточку. Так, сейчас я немножко приподниму стеклышко и смету вот в эту щелочку мусор. Милка! Милка сбежать умудрилась, ничего себе, из переноски. Вот эта мамочка переживает. Подожди, дорогая, я почти закончила. Милка, давай. Не закрывается почему-то. Милка. Ох и деловая колбаса. Пойдем к детям, пойдем, посидишь с ними. Все, успокойся, там твои хомячата. Так, а мне сейчас надо протереть ее клеточку будет. Пойду возьму тряпочку. Нет, это невозможно. Так, хорошенечко протрем мокрой тряпкой и потом сухой насухо вытру. Сухая у меня вот такая. Наверное, еще раз сделаю. Все готово. Теперь сыпем новую чистую стружечку. Сейчас посмотрим, сколько надо пакетиков. Раз. На этой стружке написано, что она премиум класса. Я искала какую-то стружку получше. Мне кажется, этого достаточно. Этих 2 пакетов. Все-таки всыплю еще один. Пускай уже лучше будет больше. Чтобы им мягенько было. И чтобы их потом долго не тревожить. Я очень спешу, чтобы хомячата не замерзли, но решила этот домик пойти помыть. И все вот эти наклейки поотклеивать. Уже неизвестно, что за клей. Вдруг кто-нибудь потянет, начнет грызть. Не надо нам вот эти надписи. My Sweet Home. Нам надо безопасность. Поэтому обойдемся. И вот эти все наклейки надо поздирать, я считаю. С этими наклейками, с этим клеем так тяжело отмыть нормально. Так, домик я поставлю, как вот Милка располагалась с ними в уголке, я в уголок и поставлю. И последняя деталь, это вот этот лен, который я взяла сегодня в эпицентре. Сейчас тоже положу, и она сама там гнездышко ему потом утеплит. Хотела я это дело поручить Милке, но потом решила расстелить собственноручно. Просто сама постелила. Так, теперь нужно переложить хомячков сюда. Так, я здесь попробую справиться уже без ложки сейчас. Просто аккуратненько их, так сказать, высыпать потихонечку.
Полегонечку. Сейчас они сами и попереползают. Вот так. Давайте. Они назад ползут. Вот так. Вот так хорошо. Так, все. Малыши в новом домике. Закрываем их. И срочно к ним мамку. Так, вот и мамка. Мамка сразу обнюхивает новые стружки. Новый запах. А дети тем временем высунулись из домика. Я думаю, она сейчас их назад подпихнет. Милка, в другом углу. Не знаю, понравится ли ей этот домик. Надеюсь, понравится. Ну куда ты? Ты что, глупая, Милка? Милка, спереди твои дети. Иди сюда. Вот они. Видишь? Все в целости и сохранности. Руками их никто не трогал. Залезай в домик. Давай. Подпихивает аккуратненько. О, забрала. Ну и куда? Куда ты его потащил? Не нравится ей мой домик. Наверное, я его пока уберу, а потом просто сверху поставлю, когда она там обустроится. Вот так хомяки носят своих детенышей. Ужасное зрелище. Так, ну в общем все. Я ей поставила мисочку с едой, положила чумизу, поставила домик вон в том углу на всякий случай, если она надумает их перетаскивать. Потому что хомяк пока освоится, может, конечно, где-то передумать и сделать в другом месте гнездышко. Но пока что она их всех снесла в уголок. Я ей ложкой тоже еще парочку подложила туда. И она там сейчас обустраивается. Не хочу уже ее тревожить, трогать, все. Теперь в этих чистых опилочках они будут долго жить, пока хомячки не подрастут. Вообще не хотела трогать до 2 недель, это опасно. Чтобы самка не нервничала, детенышей там ничего с ними не сделала. Но у меня не было выбора, потому что здесь, вы видели, я рассказывала, текла очень сильно поилка, и вот здесь все было мокро. Поэтому я решила вот так вот сделать, поменять ей. Надеюсь, что все будет нормально, и она сейчас обустроится, потому что немножко она нервничает из-за того, что изменился запах, изменились опилки. Как-то она разнервничалась. Я ей положила укропа еще, она его немножко поела. Вот, и немножечко волнуюсь из-за ее такого поведения. Я стараюсь успокаивать Милку едой. Дала ей банана кусочек. Сидит, кушает. Домик она перевернула, я его забрала у нее из клетки. Детки все там, в уголке, как и раньше. Хомячкам иногда можно давать как лакомство кусочек банана. Сирийским хомячкам. И кажется, Милке он очень даже пришелся по душе. Все, побежала к деткам. Беспокоится, ищет, как выйти. Такое ощущение, что думает, что не ее клетка. От того, что сменили стружки. Ну что, на этом все. Всем пока. И до новых видео на канале Хомки.